Kalp atışını duymak ister misin? Diğer konuda ciddi misin Can? Sen bitsin istemiyor musun? İstiyorum. Aynı fikirdeyiz Cihan'la. Ne fikri? Barışma zamanı geldi artık Sumru. Tek bir şartım var. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Находится ли ребенок Мелек в опасной ситуации? Как Джихан выразит свои чувства, услышав сердцебиение ребенка? Захотят ли Мелек и Джихан пожениться как можно скорее ради ребенка? Смогут ли Джихан и Мелек положить конец вражде между Саметом и Тахсином? Сможет ли она убедить Тахсин Бея после разговора с Мелек Джихан о прекращении вражды? На каком условии Сумру Ханем заключит мир с братом Тахсин Бея Саметом? Несмотря на то, что Сумру хочет помириться, придется ли ей разрываться между Самет Беем, с которым она собирается развестись, и Тахсином, который является его братом? В то время как все в группе Тахсин Бея убеждены, что произойдет, если Ной выступит против. Когда Джихан говорит, что пришло время заключить мир с Самет Беем, как убедить Джихана, если Хикмет Ханем и Самет Бей возражают? Будут ли отношения Мелек и Джихана испорчены из-за тех, кто не хочет заключать мир с обеих сторон? Начнут ли братья Самет и Тахсин работать вместе после стольких лет? Сможет ли Нух немедленно воплотить в жизнь свои планы пожениться с Севилай? Сможет ли Мелек сказать Нуху, что она хочет помириться с Джиханом и выйти за него замуж? Поймет ли Эсма, что Эсад не ценит ее и влюблен в нее, и отдалится ли она от него? Смогут ли Беньямин и Джанан привыкнуть к новому положению в особняке и заставить своих братьев и сестер принять их? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы думаете, что Мелек и Джихан грустят из-за того, что они так долго были разлучены, что им следует пожениться как можно скорее и начать ждать вместе ребенка, а Нух должен уважать их любовь и отказаться от своих предубеждений против Джихана, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Мелек паникует из-за внезапной боли в животе, и Джихан отвозит ее в больницу. Чтобы оценить состояние ребенка, врач немедленно подключит его к УЗИ и осмотрит. К счастью, они будут рады узнать, что это была всего лишь легкая боль и все идет хорошо. Будут эмоциональные моменты, когда Мелек попросит доктора послушать сердцебиение Джихана. Когда Джихан станет свидетелем этого чуда, он не сможет сдержать слез. Когда она выйдет из кабинета врача, она скажет, что очень боится, что с Мелек и ее ребенком что-то случится, и что она хочет, чтобы вражда между этими двумя семьями прекратилась ради ее ребенка. Джихан Мелек, которая считает, что наш ребенок должен расти в большой любящей семье, будет удивлена и обрадована этим решением. Однако пару ждут трудные времена, ведь они знают, что все не так просто. Если все пойдет так, как они хотят, Джихан планирует немедленно жениться на Мелек и создать свою семью. После того, как Мелек помирилась с Джиханом, она с нетерпением ждет возможности вырастить с ним своего ребенка и больше никогда не захочет расставаться с Джиханом. Эта прекрасная пара воплотит в жизнь решение о примирении двух братьев, чтобы положить конец вражде. Мелек немедленно пойдет и поговорит с Тахсин Беем и скажет ему, что они заключили мир с Джиханом, а затем она расскажет ему об их решении прекратить вражду с Джиханом. Хотя поначалу Тахсин Бей кажется немного резким, он согласится с Мелек и посчитает, что прекращение этой ситуации будет лучше для обеих сторон. Однако я думаю, что Тахсин Бей, поставивший условие Сумру Ханем, может попросить ее развестись с Саметом и выйти за него замуж при любых обстоятельствах. Прежде чем Джихан соберет всех вместе и обсудит это решение, он скажет, что они с Мелек заключили мир и что они хотят, чтобы эта вражда закончилась как можно скорее, и когда он скажет, что принял такое решение, Самет и Хикмет очень рассердятся. Никто не поддержит решение Джихана, кроме Финал Ханем и Беньямина. Однако, когда Самет подумает спокойно, он смягчится и решит, что примирение будет в их интересах.
После этого он объяснит, что было бы логичным решением поговорить со всеми, кто выступал против него, пока Джихан отсутствовал, и заключить мир, иначе его брат Тахсин Енишехирли заберет у них все, что у них есть, и выбросит их на улицу без гроша в кармане. Когда Эсад Харика и Хикмет столкнутся с этими фактами, они будут убеждены в необходимости примириться, как ягнята. Конечно, даже если это примирение не начнется немедленно в форме объятий, оно начнется в форме делового партнерства и имущественного партнерства. Эта ситуация будет самой сложной для Сумру Ханем. С одной стороны, ее муж Самет Бей, который не хочет с ней разводиться, а с другой стороны, Тахсин Бей, который ее ценит и защищает. Эту задачу Сумру может облегчить благодаря Тахсин Бею, который всегда рядом, чтобы спасти ее в любую трудную минуту. Конечно, я думаю, что самые напряженные моменты будут, когда они будут вместе. Но и также крайне предвзято относятся к Джихану. Джихан, оставивший след в жизни и своего близнеца, и своей возлюбленной, пребывает в состоянии шока из-за Нуха. Со временем Тахсин Бей, Мелек и Сумру Ханем сгладят эту его сторону. Надеюсь, скоро настанет время, когда они смогут приятно поговорить друг с другом. Ребенок Мелек может быть очень полезен в этом отношении. Нух и Джихан будут очень осторожны, чтобы ребенок не чувствовал стресса. Джихан испытает сильнейший стресс, когда ему придется попытаться убедить Мелек больше, чем он может. В этом случае это может отразиться на их отношениях и вызвать у них некоторую усталость. Мелек и Джихан не откажутся от этого решения и не откажутся от идеи примирения обеих сторон и выйдут победителями. Братья и сестры, которые так долго были врагами, объединятся и начнут заниматься бизнесом благодаря Джихану и Мелек. Это будет огромная семейная компания, в управлении которой будут находиться их дети. Господин Тахсин продолжит действовать осторожно, как он всегда это делает. Самет Бей также будет крепче держаться за свой бизнес, чтобы не потерять вновь обретенное благо. В то же время он продолжит прилагать усилия, чтобы завоевать сердце своей жены Сумру. Самет Бей будет опустошен, когда он больше не сможет завоевать внимание Сумру Ханем или ее сердце. С одной стороны, Нух очень рад, что ему удалось заставить Севилай простить его, и он, как и Джихан, хочет как можно скорее обосноваться в собственном доме. Настолько быстро, что как только они помирились, они даже пошли вместе смотреть свадебное платье. Но Нух начнет искать дизайнера, чтобы купить свадебное платье, которое будет сшито в соответствии со стилем Севилай. Хотели бы вы устроить двойную свадьбу и поженить близнецов Наа и Мелек вместе, как будто им недостаточно просто родиться вместе? Он расскажет своей семье о том, что планирует жениться на Нух Севилай и приобщит их к своим радостям. Все будут очень рады этой новости и поздравят их. Когда с Мелек зайдет речь о примирении, она скажет Нуху, что заключила мир с Джиханом. Как всегда, Ной рассердится на Мелека, спрашивая, почему они заключили мир. Но нам нужен кто-то, кто скажет, что любовь не понимает слов, и этим человеком будет Севилай. Севилай может погасить растущий гнев Нуха и убедить его, что Мелек и Джихан очень любят друг друга и что он должен дать Джихану шанс. Эсма будет очень разочарована, когда Тюркан покажет ей ожерелье любви, которое она нашла в мусоре Эсата. Теперь Эсат начнет понимать, что он не ценил ее и обманул. Немного информации о Беньямине также откроет вам глаза. В конце концов, даже если то, что сказала дама, кажется, влетает в одно ухо и вылетает из другого, когда Эсма сложит все эти кусочки на свои места, она поймет, что Эсат тоже может быть таким и что он смеется над ней. Ей нужно понять это сейчас, иначе она станет такой же одноразовой девочкой, как мать Беньямина. Беньямин и Кана были потрясены правдой, которую узнали в один миг, и превратились в рыб, вышедших из моря. Как только они преодолеют это замешательство, они привыкнут к этим деньгам и положению, исправят все те аспекты своей личности, над которыми Асад насмехался, и получат образование. Если Эсад и Харика продолжат вести себя с ними крайне грубо и оскорбительно, однажды они смирятся с этим. Когда Тахсин Бей дает Беньямину хорошую работу в компании, Самет Бей не отпустит его, даже если она ему не нравится.
Несмотря на то, что Эсад продолжает оставаться непослушным ребенком, который доставляет неприятности, как всегда, они попытаются сказать всем, что им следует вести себя соответственно и перестать быть избалованными. Несмотря на то, что служащие особняка недовольны тем, что Тюркан и Эсма Джанан ведут себя как хозяйки дома, постепенно они привыкнут к этой ситуации и смирятся с ней. Потому что Кенан ошеломлен мгновенными переменами и не откажется от близости с ними, даже если их поведение и отношения изменятся. Как вы думаете, смогут ли Джанан и Беньямин привыкнуть к этой новой ситуации? Примут ли Эсад и Харика Беньямина как своего старшего брата? Поженятся ли Джихан и Мелек? Сделают ли Самет и Тахсин вид, что заключили мир, или продолжат вражду? Как Хикмет воспримет эту ситуацию? Разведется ли Сумруд с Саметом и выйдет ли замуж за Тахсина? Перестанет ли Нух вмешиваться в отношения Джихана и Мелек? Сможет ли Нух максимально использовать предоставленную ему Севилай возможность? Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.